пожалуй, можно начинать, да? Так, я приветствую еще раз всех собравшихся здесь от лица организаторов, да, от своего лица, от лица компании, которую я представляю. Вот. И сегодня мне хотелось бы рассказать вам о концепции Microsoft Solutions Framework и инструментах для гибкой разработки программного обеспечения. Так, примерно вот такой вот у нас будет планчик. Это будет краткий обзорчик методологии, да, которые сейчас используются в разработке программного обеспечения. Чуть более детально мы рассмотрим методологию Agile Scrum. Скажите, пожалуйста, сразу, да, мне хотелось бы узнать, насколько аудитория находится в контексте вот того, о чем я говорил. А кто занимается разработкой программного обеспечения в команде? Отлично. Как бы, люди есть, да? Значит, замечательно. Продолжаем по тему. Далее расскажу про артефакты, которые представляет нам Microsoft, да, которые как бы по MSF, они, какие-то есть артефакты, которые помогают нам работать именно и разрабатывать программы правильно, хорошо и быстро. Вот. Далее кратко рассмотрим роли в командах, которые могут существовать по MSF, да, существуют различные шаблоны процессов, так сказать, и в различных процессах могут люди выступать в различных ролях. Потом более детально это рассмотрим. Потом у нас будет Agile Scrum именно по шаблону MSF. То есть просто понятие, да, что такое Scrum, и есть именно шаблон, который предлагается Microsoft, тот набор методологий, тот набор полезных практик, которые собрали Microsoft, да, и что как бы именно компания Microsoft предлагает нам для реализации вот такого вот шаблона процесса. Вот. И в самом конце, наверное, самое интересное, что будет в этом докладе, да, все-таки как бы люди более так, технически, да, здесь собрались и все-таки сам юзер-групп посвящен выходу новых продуктов. Вот. И, в общем, в конце доклада мы рассмотрим Team Foundation Server 2011. Новый продукт, выходящий вместе со студией 2011, который как бы значительно помогает нам разрабатывать ПО. В общем, поехали. Вкратце, да, методология разработки программного обеспечения. Все знают, как есть каскадная модель, это как бы там старая, в 70-х годах придумана, и итеративная, которая как бы наиболее сейчас актуальна, которая сейчас все новые и в принципе уже как бы большие игроки рынка модели разработки приходят. Итеративная также делится на две там основных категории. Это Rational Unified Process, методология, которая предлагается компанией Rational Software. Я так думаю, в институте про нее всем рассказывали. Да? Вот. И гибкая методология разработки, в данном случае это Agile Software Development. Собственно, идея вот самого Agile, да, что мы у нас нет каких-то жестких правил, у нас нет никаких конкретных, так сказать, рекомендаций к действию, да, как бы вот делать именно так. Что такое Agile, вообще очень сложно назвать. Agile как такового его вообще нет. Вот, можно так сказать. Есть какое-то понятие гибкое, максимально, да, то есть мы, цель вообще вот этого всего, это цель Agile, да, это сделать как бы максимально эффективную работу команды над продуктом. Вот. Ну и в данном случае Scrum, если, наверное, плохо видно, да, как написано на Вики, да, это методология управления разработкой информационных систем для гибкой разработки программного обеспечения. Ну, все понятно. Если что, да, здесь на картинке, если не видно, нарисованы регистры в грязи. Вот. Вообще, как бы, Scrum переводится как складка в рейде. Вот. Идея в чем? Идея, опять же, в том, что Scrum, как бы, представляет собой
требования к команде. То есть основным важным, так сказать, наиболее важным, да, элементом в скраме является не документация, является не что-то там связанное с продуктом, а именно внутреннее взаимодействие в команде. Да? Вот самое главное, это как взаимодействует ваша команда, насколько эффективно происходит обмен информацией между вашими коллегами и вами, обмен информацией между вами и заказчиком, насколько эффективно построена вот эта модель. И если эта модель вот такая, вот, да, вот, как бы, вот так вот все, то тогда у вас получится как бы хороший программный продукт, потому что будут довольны заказчики, все внутри команды будут работать эффективно, друг другу помогать. Вот так. Теперь перейдем к артефактам в MSF Agile, да, те вещи, которые Microsoft предлагает командам для помощи, да, как бы, в организации вот этого вот Agile Scrum процесса. Вот. Во-первых, да, это управление рабочими элементами. Как раз расскажу, что такое рабочий элемент, как бы, вообще сам по себе процесс. Перед тем, как начать какие-то работы, необходимо определить круг задач. Да? Ну, любая команда там садится и начинает думать, что же нужно. Вот выявлены для организации вот этого процесса, значит, следующие как бы, рабочие элементы, как минимум, да, эпика, user story, баг, spike и так далее. Есть еще как бы несколько других. Вот. Эпика — это, так сказать, большая user story. Ну, как бы в целом, ну, так, примеры, да, что такое еще. Я хочу иметь возможность просматривать список заявок. Вот это эпика. Как это будет реализовываться, никто не знает, да, пока еще неизвестно. Как бы, эта штука требует более детального анализа, более как бы, серьезной декомпозиции, то есть как бы, приступать к этой вещи, уже там, брать в разработку еще рано. Кому, вот это есть такое понятие эпик. Вот. User story — это уже более как бы, детальное описание, да, более конкретная какая-то задача. Скажем, я хочу просматривать список заявок там, на веб-странице по такому-то адресу, вот, в которых будет, скажем, номер заявки и там имя того, кто заявил. Ну вот так. Вот. Здесь уже более конкретно, да, скажем, и можно плюс еще ограничить story от эпики, сказать, что здесь мы реализуем только лишь отображение списка. Не редактирование, не удаление, не полное создание. Вот. Как бы, далее. Баг, спайк, баг. Ну, баг всем понятно. Нашли ошибку, описали, чиним. Спайк — это такое очень интересное понятие. В общем, идея какова? Если мы используем вообще методологию Agile Scrum, да, то любые наши действия в команде, да, мы должны показывать заказчику. Сама методология такая клиент-ориентированная. Заказчик должен постоянно участвовать и взаимодействовать с нашей командой. Вот. Таким образом, плюс еще этот заказчик достает из своего кармана денежку и платит. Да? То есть он должен быть удовлетворен и должен понимать, за что он платит эти деньги. Вот. Spike — это такая вещь, которую необходимо реализовать в нашем продукте, да, но она может быть не оплачена, и ее очень сложно показать заказчику. Скажем, это какой-то там новый алгоритм мы придумали, да, который нам поможет в дальнейшем работать, но заказчику мы его не покажем, потому что это не визуальная абсолютная вещь. Вот такие вещи фиксируются как Spike и также помогают нам вот, хранить эти рабочие элементы, иметь какой-то пул этих задач, да, вот, существуют вот такие понятия. Дальше, учет невыполненных работ по продукту и также по итерации. В MSF, да, существует как бы необходимость, ну не необходимость, да, а правила, да, и средства для его реализации. Нам, мне как менеджеру, да, моим программистам, как программистам, моим заказчикам, как заказчикам,
нужно всегда находиться внутри процесса, всегда знать, вот, в любой момент, очень важно знать, посмотреть, что у нас на данный момент не выполнено, что нам нужно, что мы уже не успеем, да, сделать, мы можем перенести это на следующую итерацию. Либо можем сказать, что у нас есть свободное время и добавить работы в текущий спринт, скажем так. Вот, значит, ВМС предлагает уже как бы инструменты, да, которые позволяют вот это делать. Управление неисправленными ошибками. Такая же штука. То есть, когда у нас существует процесс Scrum, да, у нас происходит, идет итерация, как бы там неделя-две вот на итерацию обычно выделяется. Мы, значит, должны всегда видеть, какой статус у нас по ошибкам внутри этой итерации. То есть понимаете, да, что как бы если работает команда, да, то как происходит? Все заливают свой код не за день до релиза. То есть код необходимо протестировать. Там кто-то сделал задачу на второй день после начала, залился, все, тестировщик уже при работе. То есть тестер работает, тестирует, находит ошибки. И постепенно мы выбираем эти задачи. Получается, что в коде итерации, да, мы видим, как у нас растет количество ошибок и как уменьшается количество неисправных ошибок. Вот. Это отчет тоже очень важен для отслеживания хода самой итерации и всего проекта. Вот. Управление проектами — это тоже важная штука. Здесь пример такой. Если у вас существует пакет проектов, да, вы работаете в команде, я думаю, кто работает в команде, работает не над одним только лишь проектом. Часто возникают ситуации, когда вы можете работать в двух командах, то есть параллельно. Да? Одна команда работает над одним проектом, другая команда работает над другим. Вы как специалист там крутой, да, вас требует и там ваше участие. Это 4 часа там, 4 часа там. Вот. Это как бы тоже артефакт, и МСФ как бы предлагает вести учет этого и предоставляет также, Microsoft предоставляет также инструменты для этого учета и управления. Вот. Планирование выпуска. Здесь, что про это можно рассказать? Выпуск есть, так сказать, когда наступает очередной конец спринта, да, вот мы заканчиваем очередную итерацию, проводится там демонстрация продукта, да, демонстрация какой-то сделанной работы, и в конце итерации мы можем сказать вместе с заказчиком, да, готовы мы сейчас выпуститься или нет, нам следует продолжать. Вот. На эти вещи влияют как бы, вот, все, что могло быть раньше, то есть количество ошибок незакрытых, количество еще запланированных новых работ в проекте и так далее. То есть, и вот как бы, когда мы подходим к определенной точке, у нас есть какой-то конкретный отчет, да, какой-то конкретный свод данных, сводная какая-то информация, да, которая нам может подсказать, готовы ли мы сейчас выпускать продукт вот в данный момент, или стоит еще одну-две итерации пройти, или вообще не стоит больше ничего делать. Вот так. Далее совместная командная работа. Это вот, к примеру, когда, опять же, да, есть несколько команд в одной организации, и существуют какие-то, во-первых, люди, которые работают в нескольких командах, во-вторых, существуют ресурсы, которые могут использоваться несколькими командами, как то там релиз-сервер, как то там, скажем, какой-то комната для переговоров, в конце концов, да, вот как бы так. И также МСФ, да, вот там вместе с продуктами как раз предлагают варианты для решения текущих проблем, да, для того, чтобы как организовать командную работу. Вот. Далее интеграция. Здесь как бы очень такой тоже важный момент. Существует, когда, опять-таки, да, когда мы разрабатываем программный продукт, у нас существует всегда проблема публикации, проблема тестирования этих как бы,
вещи всем уже известны и понятны, да, как организовать процесс, который, ну, в принципе, в каждом продукте должен быть, ну, как бы никто не знает. Вот здесь как бы существует определенный набор рекомендаций, да, как можно построить себе инфраструктуру внутри проекта таким образом, чтобы проходили билды автоматически, да, там, чтобы происходила интеграция кода с хранилищем заказчика. То есть заказчик хранит свой исходный код в одной системе контроля версий, да, а вы у себя в своей. Какие необходимо сделать манипуляции для того, чтобы вот, построить вам правильную структуру, такую, которая позволяла бы вам в любом месте взять и заинтегрироваться. Да, вот, тут сложно. В общем, идея такая, что сам как бы, МСФ, да, диктует какие-то, ну, диктует, да, предлагает какие-то подходы, да, к решению, а в то же время Microsoft Team Foundation Server предлагает инструменты, которые позволяют вам эффективно реализовать и решать сложившиеся проблемы, да, на проекте. Это очень хорошо видно, когда вы работаете в команде над одним проектом. Далее, настройка элементов и процессов. Это тоже как бы такой один из важных пунктов, опять же связанный с гибкостью. Программный продукт, то есть процесс разработки программного продукта, да, опять же по всем правилам Agile, не имеет четких ограничений. Вы не ограничены сказать, что вот у вас есть именно вот такие user story, да, баг, вот такие типы элементов. Да, это рекомендации, которые можно соблюдать, можно нет. Если вы в своей команде считаете, что у вас нет смысла делать эпик, да, у вас как бы и так вполне достаточно детально выдает вам задачи заказчик, замечательно, можно его просто убрать и все. Как бы вот эти штуки, да, они должны быть все настраиваемы. И опять же, TFS как средство, да, позволяет все это делать. То, что рассказывает нам Microsoft Solution Framework, да, про роли в команде Agile. Если так посмотреть, да, тут есть классический скрам, в котором есть немножко больше ролей. Сейчас расскажу почему. МСФ нацелен в основном, да, на взаимодействие, как бы, на определенное построение какой-то инфраструктуры, да, вот вашей внутри команды. И здесь нет того, чего вам как бы не нужно. Да? То есть у вас есть минимальный набор средств, минимальный набор, так сказать, правильных практик, да, что вам нужно для того, чтобы все эффективно построить рабочий процесс. И есть как бы реальные там, рекомендации, которые там, вот, Agile Scrum, да, он сам описывает более там, широкий, так сказать, круг всяких вещей. И в данном случае что мы видим? В MSF Agile, да, есть только три роли. Это команда, есть владелец продукта и координатор. Это так называемый Scrum-мастер, который находится между заказчиком, да, и исполнителем. Ну, зачастую как бы Scrum-мастер, координатор, да, он является менеджером проекта. Но по сути дела это немножко разные вещи. Вот. Этот человек налаживает вот эту ниточку взаимодействия между командой и владельцем, заказчиком. Вот. То, что в Agile, да, мы еще видим некоторые дополнительные роли. Тут по сути Scrum-мастер, да, это тоже самый координатор. Дополнительные роли есть еще пользователи, клиенты, да, управляющие, эксперты. Это как бы люди, которые в принципе включаются в процесс разработки, но их роль она минимальна, поэтому в МСФ как бы, им не выделено какой-то отдельной там, специфической роли, да, они там оставлены немножко за бортом. В принципе, то, что нужно для построения минимального процесса, у вас уже есть. Вот. Вот. Теперь можно немножко более детально посмотреть на те практики, да, те рекомендации, которые существуют в МСФ.
для непосредственно работы в Agile Scrum, как организовать процесс, как он происходит, да, что это вообще такое. Ну, есть как бы вот основные этапы, да, которые проходит программный продукт, да, когда необходимо реализовать. В общем, это подготовка проекта, планирование спринта, планирование планирование проекта, выполнение спринта, да, и отслеживание всего проекта. На рисунке тоже плохо видно, ну, я постараюсь дать чуть более комментарий. Во-первых, да, у нас есть код, да, это, ну, так сказать, начало. Перед тем, как мы начинаем проект, нам необходимо провести какой-то анализ требований заказчика, как-то провести какую-то минимальную хотя бы декомпозицию, да, это вот мы планируем весь продукт. То есть здесь команда практически как бы, ну, минимальное участие принимает, там, тут работает заказчик, тут работает координатор, да, скрам-мастер, тут работают менеджеры, как бы, и вот определяется, как бы, ну, там, аналитики и так далее, там, как бы, разработки нет. Вот на этом этапе мы формируем основной, как бы, список задач, вот, тех самых эпик. Далее у нас есть спринт-планирование. Это маленькая такая сессия, да, там, скажем, в начале каждой итерации, которая заводится, когда собирается вся команда, которая работает над проектом, и определяет, какие работы будут выполняться в текущей итерации, сколько они будут стоить, ну, по времени, само собой, какие, то есть, трудозатраты будут занимать. Далее, в какой последовательности они будут. И вот это вот спринт-планирование, да, это как бы сессия, так сказать, да, она производится в начале каждой итерации. Да, то есть необходимая вещь. Внутри этой сессии мы берем какую-то часть эпик, да, больших user story, проводим декомпозицию, определяем, сколько они будут все-таки точно, более-менее точно, да, занимать по времени, и кладем их себе в работу. Все, у нас есть определенный пул задач, над которыми мы будем проводить. Ну, над которыми мы будем работать. Вот. Далее есть вот такой вот большой круг, да, это ежедневное скрам-собрание. Это вот одна из самых наиболее важных фишек вот самого организации самого этого процесса. Важность как бы просто там очень великая. Идея в том, чтобы наиболее эффективно построить работу опять всей команды, необходимо всю команду максимально вовлечь в процесс, необходимо, чтобы вся команда знала, на каком этапе находится наш процесс разработки, необходимо, чтобы все понимали, что нам нужно сейчас, что будет нужно завтра, что мы сделали вчера, и где у нас Петя застрял и почему это происходит. Как бы вот эти вот собрания, да, они как бы дают нам те необходимые знания, те необходимые вот, те коммуникации, так сказать, которые позволяют вот это все понимать каждому члену нашей команды. Это как бы очень важный момент. Вот. Ну и в ходе спринта, да, вот здесь написано спринт, и если посмотреть, есть такая диаграммка, которая сходит, ну, нисходящая. Диаграмма называется Burn Down Chart. Я постараюсь рассказать о ней немножко позднее, но это тоже один из основных, так сказать, как бы, первое, наверное, почему вообще могут узнать Scrum, да, то есть вот этот Scrum без этого Burn Down Chart, это уже не Scrum. Вот. Ну и теперь немножко детально по каждому шагу пройдемся. Подготовка проекта. Ну, как я говорил, да, там уже работает практически не команда, да, а работают в основном как бы, ну, руководители. Это мы составляем экономическое обоснование, собираем команду, да, кто нам нужен для реализации всего необходимого функционала, так сказать. Какие люди, какие эксперты, да, кто нам нужен, может быть, нам нужен маркетолог, может быть, нам нужен гениальный там DBA или еще кто-то. Вот. Ну и опять же инфраструктура, да, как наш проект будет жить, да, где мы будем хранить код, где мы будем его тестировать,
как мы будем интегрироваться с публичными какими-то сервисами, да, как мы будем его отдавать заказчикам, как мы будем показывать, проводить демонстрации того, что мы сделали. Да, вот это все называется Application Lifetime Management, да, и вот этим вот, да, занимается Microsoft Foundation Server. Это как бы такой большой, мощный инструмент для реализации процессов по управлению, вообще как бы, и по реализации инфраструктуры для жизни нашего продукта. Планирование проекта. Вот там, как бы я уже тоже рассказывал, да, небольшие какие-то вещи. Здесь сейчас более детально. Значит, во-первых, мы создаем эпики, да, создаем какие-то user story. Вот. Далее определяем приоритеты вместе с заказчиком, это происходит. То есть мы садимся с ним вместе, да, и говорим, он говорит, так, вот эта вот фича мне нужна совсем быстро, да, а вот эта фича мне нужна будет в самом конце, она вообще как бы неинтересна. Да, ну вот так. Вот эти основные приоритеты, они определяются как бы в самом начале проекта, и в ходе самого, продолжения всего остального проекта, вот этот бэклог, так называемый список задач, которые не в работе в текущем спринте, они могут тусоваться постоянно вот так. Вот за это решает заказчик. То есть он определяет приоритет той или иной эпики. И далее производится хотя бы такая очень приблизительная оценка каждой эпики, да, то есть сколько она технически может занять рабочего времени. И чтобы мы видели, где у нас приблизительно конец, где у нас выпуск. Вот. Ну и кроме этого, да, со стороны внутри команды, да, производится еще вот некоторый список действий, да, это вот определение производительности команды, насколько у нас эффективно работает Вася и когда уходит Петя в отпуск. То есть вот примерно такие вещи мы можем сделать. Сколько часов эффективного времени мы можем потратить в неделю за спринт. Все же понимают, да, что 8 часов разработчика в день это не 40 часов в неделю, никак, то есть нельзя считать чистое время. У каждого есть свой коэффициент эффективности, есть общий коэффициент эффективности для команды. И вот эти вещи, как бы, они должны быть уже сейчас, желательно, да, максимально сейчас посчитать и определить, с какой же скоростью мы будем двигаться вперед. В любом случае, как бы, ошибки на данном этапе не допускаются, это нормально, как бы, здесь ничего страшного. Вот, но как бы, посчитать нужно. Далее мы на базе того, что мы имеем из производительности и оценки количества работ, мы можем создать какой-то план выпуска, да, то есть когда у нас будут основные вехи, какие-то майлстоуны, когда мы вообще будем готовы выпустить продукт. И готовимся к первому спринту. Вот этот, проводим вот эту сессию спринт-планирования, где выбираем какие-то задачи, проводим декомпозицию, говорим, сколько они будут более детально стоить. Вот, теперь вот то самое спринт-планирование. Выбираем story, определяем, оцениваем задачи и, как бы, вот важный последний пункт, да, принимаем обязанности на себя по реализации этого пула задач. То есть у нас есть итерация, мы говорим, что за итерацию мы сделаем задач на 15 поинтов, или на 30. Да. Поинты — это такое абстрактное значение, это попугай, так сказать. Сделаем, за эту итерацию мы сделаем 30 попугаев. Вот. Почему, тоже расскажу чуть позже. И берем на себя обязательства по реализации. Что такое обязательство? Это как бы тоже очень интересный момент. В скрам-команде нету ответственных. Как бы вот так. Обычно ответственных всегда стараются найти. Да, почему мы провалили выпуск продукта? Да, вот Петя заболел, или плохо программировал, наделал ошибок. Идея такая, что скрам-команда целиком ответственна за свою работу. И все вот это вот взаимодействие внутри команды направляется на то, чтобы мы друг другу помогали, как разработчики, да, как, у кого-то плохо получается, мы на daily митинге обсудили, вот там Вася говорит, я не могу, у меня запарки там со скринером. А Петя знает, если давай я помогу тебе, сделаем это все быстренько, и все. Просто как бы, если фейл, да, вот, спринта, то по шапке получают все.
И вот эта коллективная ответственность, она опять-таки мотивирует команду к внутреннему взаимодействию, к общему поддержанию рабочей обстановки. Да? Кто-то филонит, кто-то работает так, плохо. Вот это называется обязательство по реализации. Вот опять-таки user burn-down chart, если вы посмотрите. Как происходит вообще работа? Да? Мы работаем с user story, мы работаем с какими-то задачами внутри этих историй. И при выполнении, когда программист запрограммировал, да, какую-то часть кода внутри задачи, да, говорит, что данная user story выполнена, и мы можем ее показывать. Все, она готова. Отдает ее тестировщику, тестировщик тестирует, это стандартный процесс. Просто приемка осуществляется по именно user story. То есть, когда мы видим бизнес-действия, которые пользователь может выполнить, он, собственно, их и будет проверять. Таким образом, что я хочу посмотреть список пользователей, список заявок и увидеть в этом списке номер заявки и имя пользователя, который сделал эту заявку. Вот это такое минимальное, простенькое описание какой-то user story. На самом деле они более детальные. Но для тестировщика, опять же, вот мы завершили задачу, отдали тестировщику. Для тестировщика это уже кейс тестирования. Вот. И каждый день, программисты закрывают какие-то задачи. Таким образом, в начале спринта у нас все синенькое. Это значит, что это количество оставшихся часов, не выработанных нами, которые мы запланировали. И по мере закрытия задач мы имеем нисходящую линию, то есть люди закрывают, программисты закрывают задачи, закрывают. И есть эта нисходящая тенденция. И она нам помогает, опять же, увидеть статус внутри спринта, насколько мы выходим в точку, не видно, вот здесь, 0. К концу спринта у нас должен быть, не должно не остаться невыполненных задач. Вот. Если у нас вот здесь все еще синее, то это однозначно мы не закроем спринт, и надо что-то с этим делать. Это уже звоночек для взаимодействия, для решения проблемы с заказчиком, что нужно поменять, что нужно сделать. Либо надо ресурсы добавить, либо какие-то еще задачи выкинуть из этого спринта. То есть есть обязательства, мы вроде как берем на себя, но идея в том, чтобы мы при первом тревожном звонке всегда могли скорректировать нашу работу. Таким образом, эффективность команды будет минимально падать. Вот. Завершение спринта, когда мы подходим к нулю, у нас происходит демо-дей, так называемый. Это демонстрация функционала, функционала заказчика. Заказчик принимает непосредственное участие в разработке. То, что мы взяли, мы ему показываем. Вот пощелкал, и правда вижу список заявок, там кто-то отображается, можно что-то редактировать, замечательно. Вот. И есть еще один интересный момент, называется ретроспектива. После завершения одного, двух, трех, то есть каждая команда для себя сама решает, спринтов, проводится ретроспектива внутри команды, и она проводится тоже вместе с заказчиком. Идея в чем? В том, чтобы узнать, что нам мешает развиваться, подчеркнуть для себя какие-то хорошие практики и оставить их, и избавиться от того, что нам действительно тормозит. Допустим, мы делаем билды руками, то есть Вася садится и тратит 4 часа на собирание всего проекта, потом его заливает еще долго. Целых 4 часа рабочего времени программиста. Это реально много. Мы можем за 2 часа настроить, скажем, не за 2, один раз за 4 часа настроить инфраструктуру, которая будет выполнять этот релиз по кнопке, и все. В следующих спринтах у нас будет счастье. Вот для таких вещей проводится ретроспектива. В ней мы можем обсуждать общие вопросы, какие хорошие практики мы применяли, какие плохие, кто хороший, кто плохой. Вот. И заказчик тоже может, должен и может высказывать свои замечания, мнения.
Вот. Теперь далее отслеживание проекта. В ходе проекта, да, как менеджер, да, там, как скрам-мастер, там, необходимо вести какие-то тоже постоянные работы, то есть работа не только внутри спринта ведется, а и глобально. Да, то есть мы когда ближимся к концу спринта, к демо-дню, необходимо подготовить работу на следующий спринт. То есть, ну, это понятные вещи, они есть. Далее отслеживание хода и подготовка к выпуску продукции. Ну, как бы тоже. То есть у нас есть определенный набор инструментов, отчетов, которые нам позволяют понять, готовы ли мы выпускаться, я об этом уже говорил. Далее, завершение выпуска, это как бы, когда мы выполнили, съели все, ну, как бы все user story, да, мы все закрыли, выполнили, но внутри команды мы всегда знаем, что мы что-то не доделали. Как бы мы для себя это отмечаем всегда, и у нас называется, так сказать, технические задолженности. То есть, скажем, мы написали какой-то функционал, ну, очень быстро написали его, так некрасиво, как бы, но он работает. И для себя отметили, что надо бы это сделать. Это раз. Или два, например, как бы, там, мы сделали затычку там, в каком-то сервисе, который
мои файлы, сказать, назначить ему ревью, он потом откроет у себя, отметит, что вот здесь вот было некрасиво, а вот здесь вот все здорово. И вернет этот код мне. То есть этот процесс, да, код ревью, он уже автоматизирован при помощи средств TFS. Еще одним важным моментом, да, вот, под конец хочу заметить, что TFS также позволяет работать с шелл-сетами. Что это такое? Когда я у себя на компьютере делаю какие-то изменения кода, да, и потом, скажем, мне нужно там уехать и работать на другом компьютере, я могу сделать, так сказать, локальный бренч, да, кто с системами контроля версий работал, да, тот должен понимать. Работал с ними? Ну, здорово. В общем, я делаю бренч, да, кода, но кроме меня этот бренч никто не видит. Таким образом, я могу сесть за другой компьютер, вытянуть свой код себе обратно и работать с этим бренчем. Я могу делать билды этих шеллов, так сказать. Да? Я положил код на полку. Билдить его отдельно, настраивать ему отдельно конфигурации какие-то. Вот. То есть очень широкие возможности по работе непосредственно с кодом, да, для программистов, которые именно помогают работать в команде. Вот. Ну, я думаю, если есть какие-то новые, еще более новые вещи, да, именно в TFS 11, да, ну, они как бы вот все эти вещи заключаются в новом обновленном Team Explorer, в новых процессах, которые предлагает нам Microsoft, и в обновленных веб-порталах для самих проектов. Как бы эти вещи, они более удобные, да, стали более хорошими и в принципе, да, вот позволяют как бы команде эффективно построить свою работу над продуктом без дополнительных всех средств. Но как бы вот от себя скажу, да, вести проект через TFS это реально сложно. То есть они предоставляют довольно не очень удобные интерфейсы для работы с итемами, с задачами. Вот, как бы, если пользоваться только им, да, то возможно будет как бы, не везде удобно. Если иметь правильное представление о том, как нужно вести процесс использования сторонних, да, средств, они замечательно с ним интегрируются. То есть какую-то часть, например, работы можно вынести там, в веб, куда-то, какие-то свои средства использовать. Но в конечном итоге, да, вот сама точка входа, как TFS, очень удобен в плане там, интеграции, в плане отслеживания, в плане предоставления отчетов руководству и так далее и тому подобное. Ну, примерно вот такой вот продукт.